Всем привет! Мы идем с Ванюшкой в сад. У нас так холодно сегодня. Даже вот Ванька идет в перчатках. Точно приехал. Смотрите, какой у нас туманище сегодня вообще. Ничего не видно. Ага. Загружают там чьи-нибудь письма или посылки. Платежки нам уже все пришли. Нет, Ваня. И вот там дальше даже ничего не видно. Потому что не хотят привозить. Не знаю, у нас уже 8:30, мы, как обычно, опаздываем. Потому что пока Ванька утром поест, это уже очень много времени. За утро никак что-то быстро нам не справится. То пока его разбудишь, это не быстро. Такой смешной, я не могу. Ты мой золотой. Идем в садик. Нам привезли там новые игрушки. Ну, вот не вчера, не сегодня, а вот в конце недели. Ну что? Кого? Что нельзя показывать? Камеру. Кого? Не поняла. Садики нельзя показывать камеру. Камеру я ж не показываю. Я ж не показываю в садике. Там привезли, короче, 2 машины таких. Не знаю, говорила я или нет. Ну, в общем, 2 машины и какую-то развивашку. Но нам бы лучше... Они туда поехали. Да, не разворачиваются. Нам бы лучше, если починили бы свет. У детей в туалете вообще света нет. И потом еще на мойке нет света, где вот нянька моет посуду. Там тоже хоть глаз кали. И с крыши у нас капает. В спальне. Вань, ты что, обалдел? Ты же весь будет мокрый. Ну, потому что дождя нет и не капает. А вот дождь был, все там фигачило. И не просто там кап-кап, а как следует. А это же сырость и сразу же болезнь. Ну, наверное, считают, что если у нас сад маленький, ну, мало детей ходит, значит, не обязательно. Наверное, я так думаю. Не знаю, почему нельзя сделать. Тем более свет. Ну что? Здесь покосили. Нет, это не покосили, Ваню. Это просто трава отвалилась. И листва вот с этого дерева вот нападала. И поэтому, кажется, кого-то травы там меньше стало. Все, уже деревья у нас такие, почти голые стоят. Листья уже желтые везде. Да, Ваня, слышу. Есть вообще, где нет листьев, где еще вот есть чуть-чуть листьев. Но уже все, глубокая осень, холодина. У нас только 2 или 3 градуса тепла сегодня. Ну, вот утром, не знаю, как будет днем. Вчера дождь. Ходили мы вчера опять за грибами. Ну, вот, где и в тут расходили, еще через дорогу перешли. Там тоже такие елки большие. И тут, в общем, нашли только один Там белый. еще бойся. Угу. Один белый нашли. И то, знаете, без ноги, потому что ее кто-то съел. Прям такая дырка большая это в шляпке. И прям нога, ножка вот белого гриба вся прям выедена. Одна, знаете, оболочка осталась. Но шляпка была просто наичистейшая. И потом еще Настя нашла 2 козленка. И я еще одну сыроежку. Ну, это ерунда. Я сыроежку не стала никуда. Ладно, будем заканчивать. Пойдем дальше, а то у меня рука так мерзнет. Спасибо. Перца нарезала вот сушить. 2-ю партию. 1-ю я уже тогда посушила. И вот 2-я у меня. Ну, все, 5, как сказать, ну, 5 вот таких решеток я нарезала. Ну, верхняя, видите, вот место еще чуть осталось свободно, но мне не хватило. Ну, идти за куском перца, там мелкого у меня нет перца. Поэтому я так поставлю сушить. Сейчас покажу, тут у меня где-то есть вот 1 партия была, да, вот целая, тоже так же 5 было у меня
решеток. И вот всего лишь такая баночка маленькая получилась перца. Но зато свой в супы, там во второе куда-то, в борщ. Да даже в яичницу можно прибавить запросто. Тем более я говорю, что у меня перца там еще много, и желтого, и зеленый еще есть, и вот красный. Поэтому его куда-то надо определять. В морозилке больше места нет. Большой пакет я уже заморозила. Перца разного я тоже на зиму в банках наделала, но и банок больше нет у меня. Поэтому сушу перец. В том году помидоры сушила, такие, знаете, прям такими пластиками делала. И сушила. Даже еще до сих пор есть там они на полке. А в этот раз перец. Пришла только вот с улицы. Виноград обрезала. В общем, туда-сюда ходила. Листья 2 кучи нагребла. У нас тут от этой, ну, от клена. В общем, тут вот все вот убрала. Там и вот там не видно. Погода сегодня у нас такая, смотрите, вообще просто кайф. Я поэтому и на улице с самого утра там была. С котами. Тоже их опять охраняла. Ходила, грибы посмотрела, около пруда нет ничего. Лук посадила. Мне соседка давала. В общем, она мне дала лук, называется ледокол. Я не знаю, я никогда не сажала такой. В общем, его надо вот сажать сейчас под зиму, вот как чеснок зимний. И вот рано будет, ранней весной, будто бы уже будет там лук. Ну, перья, не знаю. Ну, он обычно такой, как севок, такой, знаете, продолговатый, желтый. Ну, вот надо вот сейчас, вот я сходила, у меня там как раз где грядка чеснока, я вот там осталось место, я туда его торнула. Ей тоже кто-то дал, а она мне вчера позвонила, говорит, не надо тебе, а то мне много. Я говорю, ну, чуть-чуть, говорю, если только, то, говорю, у меня места нет. Поэтому все, в общем, я поделала дела, сейчас хочу еще вот окна помыть, не знаю, но мне так грыжа болит что-то сегодня. Поэтому не знаю, буду я сегодня мыть или завтра. Уже обедать пора, в общем, посмотрим, не знаю. В подпол тоже надо лезть, картошки набрать, но буду ждать Настю. Да, окна надо мыть. Вот Ванька, видите, вот так вот, если Ванькины тут пальцы везде. Совсем вот недавно я вот это окно вот именно на кухне протирала. Но из-за того, что вот он, знаете, ест и потом в окно лезет руками. И поэтому, ну, блин, не намоешься абсолютно. Но все равно надо мыть, потому что с той стороны-то мы вот убрали эти москитки. И там все я помыла, с той стороны окна. И с этой тоже надо помыть обязательно. Ну вот и подпол буду ждать Настю, потому что, чтобы она мне помогла ведра поднять. Мне вот, говорю, из-за грыжи я боюсь. Она у меня уже, знаете, такая была круглая, маленькая. А стала теперь вот как-то вот, как будто двойная какая-то, не знаю. Надо в больницу, конечно, но мне так вот, я даже не знаю, с кем мне Ваньку оставлять. Ну и Настю тоже, ну Настя хоть побольше. А Ваньку я вообще даже не представляю, как мне его оставить на неделю и с кем, что самое главное. Ой, потому что это 100 пудов скажут, надо делать операцию, а это минимум неделя, вообще 12 дней примерно лежат. Не знаю, в общем, что делать. Ладно, пошла я дальше делать дела.